Этот оберег подарил мне дедушка. Говорит, он помогает от всяких бесноватых и одержимых. Он ему от одного шамана достался. В любом случае, пожалуйста, прими вместе с моими извинениями. На пути. Ты чё, бля, придурок, что ли? Я попытался вернуться, но, сделав шаг, проскользнул и грохнулся на пятую точку. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. Знаете, это детский как раз там переходный такой возраст. Гормончики там чуть-чуть начинают щекотать. Вот я сегодня книжку читала, там ребята учились в школе, прям как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки, и потом они все это разбирали и клеили на бумагу, и друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно было класть. И так все красиво было. А одна девочка еще даже из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько молоточком разбили, а блесточки с них посыпались. И эти блесточки вот. В общем, я сегодня книжку читала, там ребята... Это, по-моему, бесконечная херня. Ну ладно. Так, я бродил по дому, будто пьяный. Поддакивал сестре, толком не разбирая, о чем она говорит. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще шишки, и потом они все это... Оля же толдычила без перебоя, то и дело, скидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкала и, уставившись на меня, до боли знакомым колючим маминым взглядом. Из дома принесла елочные игрушки. Ну, старые игрушки, которые уже никому не нужны были. Они их аккуратненько молоточком разбили, а блесточки с них посыпали. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда. С ее грозной позой в виде заглавной буквы F и вздернутыми к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Она прыгнула ядом в мою сторону, копируя мимику и интонации чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей, все эти годы стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Перемен, мы ждем перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожит ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой. Силясь найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в ее изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. По очереди что остается делать? По очереди. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было.
Оля прыснула со смеха. Ну, она прыснула. Она уже на пол прыснула со смеха. Жесть какая, блин. Ай, ладно. Ледяное сердце окончательно растаяло. Оля прыснула со смеха. Ну, реально сейчас это можно понять только так, что зажала, не выдержала и вот прыснула. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая? Считай, уже проиграл. Ну, конечно, я уже вижу, как ты прыскаешь там на пол. Не на того напала. Включай скорее. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране. 93 год. Пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским. Я даже не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама, Так, она замолчала и на секунду показала, что на ее глазах выступили слезы. у нее опять был этот страшный. Оля взглянула на меня мокрыми глазенками-блюдцами. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. Когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. Да. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Оля поежилась, с опаской взглянув на окно. Они начали громко ругаться. И Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться, родители попусту ее не замечали. потом мама ударила. Вот так. Ножом, что ли? Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу. Рыбу. Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым в жабры клинком прыскала зловонной слизью на мамино лицо. И если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда я нес человека, когда при нас человека сбил автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу, или когда бабушка отрубила голову цыпленка, мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, и извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. А папа, он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Да, но вначале... Он засмеялся тоже.
Так страшно, когда увидела, что маме плохо. А потом вдруг заплакал. Какая-то странная семейка. От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшее мамой, перебросились и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие. Конечно. Взрослые все сумасшедшие. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи скорей! Ну да, действительно, эта морда такая была стрёмная, и глядишь, что где вы ее взяли, откопали, для чего? Вид ужасов. И да, он такой на Ельцина был похож, такая посмертная маска Ельцина. Сколько бы раз не видела эту заставку, все время реагировал одинаково, как и при виде совы. У меня самого выступали мурашки при появлении такого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. Так, а что, вариантов других нету, да? Только Дендик. Ну давай. Погнали. Погнали утро гасить. О, да. Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. И потихонечку наш стрим перетекает в Old School Gaming. Так, досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Да, была такая наебочка, блин, в детстве. Одна из первых наебочек в детстве, блин. Да, там 10 тысяч игр. На самом деле там 10-12, блин. Листай их, не листай. Там. Так, я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Фоновая музыка действовала на Олю умиротворяюще, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Я с одной девочкой подружился. А она красивая? Ну, такая, да, своеобразная. Я смутился. Ну, я не знаю. Ты засмущался. Значит, очень красивая. Перестань, Оль. Влюбился. Начинать. Оля, блин, сейчас не буду с тобой играть. Да я пошутила. А ты нас познакомишь? Ну, может быть. Да, когда притащу ее домой. А как ее зовут? Полина. 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 Она твердо сказать, Полинка ее зовут. Так что готовься. Скоро у тебя появится подружка. А ты покраснел. Солнце спалило. Ай-яй-яй. А где вы будете жить, когда поженитесь? Блин, ну ты сразу такие вопросы вываливаешь вообще. Я ж не готов. Ты чё? 13, сколько там? 12-13 лет. Такие вопросы уже. Мы будем играть или нет? Ого. Так, я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Тюря первая! Давай. Get ready.
Ну, прикол. Оп-оп. Неужели мог башку не взять? Все. Считай, это я тебе поддалась. Конечно. Мне повезло. Сегодня мне повезло. Читерство, ей по 1000 прилетает очков, мне по 500. А, мне тоже по 1000, окей, ладно. Давай дадим сестре выиграть. Не будем ее обижать. Это ты виноват, что я промазала. Давай. Последний раунд. Бам! Бомбешник. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Ты проиграл, Тоша. Не нравится мне вот эта вот считалочка. Антон! Что там такое? Мама, ты кричалась до меня только с 3-го раза. Антон, тебя к телефону! Девочка какая-то? Девочка какая-то. Обязательно на весь дом кричать, что девочка какая-то. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор и чем я рискую, просто отвечая на звонок. Нашел, блядь, кого бояться, а? На тумбочке лежали карандаш и потрепанный блокнот. Что это за херня? Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Нет, это вранье. Это вранье. Мне не нравится Кармен. Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Вот. Сразу бы там я написал бы там по полной схеме. Там Киш, там Ария, да, там что там еще у нас есть там. И много всего. Ну, сразу бы. Она бы просто, конечно, не поняла этого всего. Ну, фиг ты с ним. Но я почему-то постеснялся это написать. Стесняться. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Конечно. Привыкай вообще к этому. Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышала. Мне здесь ужасно тоскливо. Ну так приходи. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я всех пересмотрела уже. Я не про записи. Я про... голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла. Скрипит, воет изредка. Тут неуютно.
уютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. Бежали в лес. В лес, подумал я отчужденно, молю их хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть. На шерсть, да. И ветви закрыли от посторонних глаз. Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож-бабочку, зачеркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Не давая ответить, Оля спустилась по ступенькам. В ее руке была зажата книжка с розовой обложкой, энциклопедия маленьких принцесс. Ты долго еще? Подожди, пару минут. Я прикрыл ладонью трубку. Я разговариваю. Что случилось? Почитай мне, пожалуйста. Вот кто смотрит, у кого есть младшие сестры, не надо так делать. Не надо. Все-таки это ваш родственник. Она с вами будет навсегда. Лучше с ней поддерживать хорошие отношения, нежели с какой-то писькой, которая хер знает что. У нее потом увлечения какие-то начнутся, какая-то херня. И все, пиши пропало. А с сестрой уже все, отношения до свидося, и и все, а это родственный человек. Все-таки тут надо приоритеты расставлять. К сожалению, в детстве, наверное, не всегда это врубаешься. Чувство, не чувство, хоп, побеждал, в мудях зачесалась, поскакал, ты, как зайчик. Это так, лирическое отступление. Мама уснула. Иди к себе, я сейчас. Только быстрее, ладно? Ладно. Последнее слово прозвучало излишне раздраженно. Я вздохнул, наблюдая, как сестра семенит по лестнице. Прости, надо бежать. Мне тоже. Правильно. Это правильное решение. Спасибо, что выслушал. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Вам, женщинам, надо выговаривать сколько-то там, 3000, 1500 слов в день. Пожалуйста, чуть трубочку взял, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ты ни в чем не виноват, ты все. Трубочку положила, все, счастливо. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг. Звуки здесь четкие, мне так нравится, вообще кайфую. Размышляя о девочке, за которую мне грозит смерть от ножа, я поплелся на второй этаж. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета. Вот, кстати, тоже правильная идея, хорошая, здравая. Но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Так можно дождаться, если этот вопрос требует пояснения, то можно и дождаться. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Где твоя книжка? Я отвлекся, детская была пуста. Оль? Прячется в шкафу, наверное. Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени населяли комнату, занавеска колыхалась, как будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору. Бам! Попалась! Лиса уводит Олю. За тканью никого не было. Окно, как экран телевизора, показывало зимний пейзаж. Фонарь, поле и в самом его центре блуждающие фигурки. Алиса и Оля. Я ахнул, прижав кулак к рту, впился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Понадобилось меньше минуты, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дома.
Сердце стучало пулеметной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени, лишь рост заставлял распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Я помчался к забору, слыша вой ветра в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чащобе, плавно, будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщательно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошились проснувшиеся змеи, стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец я настиг сестренку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Какого хера ты вообще ночью вылазишь из дома? Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... Сейчас обернется. Готовьтесь. Сестра замерла к тайге лицом. До нее было рукой подать, и я зачем-то положил озябшую кисть ей на плечо, наверное, убедиться, что это все не сон. Опа.